Польше умерли 3 украинцев, Москву снова атакуют беспилотники, Франция испытала баллистическую ракету, а Армения опасается полноценного вторжения со стороны Азербайджана. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Путин не уверен, идет ли он на новый срок, а вот Гиркин уверен и идет. Прошу вас также поддержать принятие РТС в работе по слабому движению в качестве кандидата в президенты РФ на выборах 2024 года. Украинский пилот перешел на сторону врага, но когда и зачем, и был ли мальчик? Ураган в Сибири продолжает буйствовать, есть жертвы, раненые, ветер снес даже купол храма. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забудьте подписываться на наши каналы, не забудьте поставить лайк этому видео, пока вы его смотрите, и оставить комментарий, как свое мнение о всем происходящем. Это очень важно для нас. Поехали. Украинские силы обороны и дальше продолжают ставить главной целью логистику российской армии. Такие действия в подготовке к зиме могут заставить россиян пересматривать свои цели, могут вызвать голод, холод и отбить желание воевать дальше. Но пока самой большой угрозой остаются российские беспилотники и способность перенимать успешные практики у ВСУ. Об этом говорят в українських сухопутних силах. Все, що вдало застосовують ЗСУ, відразу навчаються рашисти. Ми розуміємо, що ми воюємо не там з якимось там голодранцями чи з армією бомжів. Це добре оснащена армія, це навчена армія і з великим людським ресурсом. І все, що добре вдається українським захисникам, вони одразу ж навчаються, швидко навчаються на полі бою. И застосовывают, знову ж таки, против нас. А тем временем Минобороны Британии рапортует о том, что в РФ решили расконсервировать один из редких экземпляров от авиации – самолет М-55, который раньше использовался российской армией как исследовательская платформа. Но сейчас в разведке подчеркивают, что этим самолетом россияне транспортируют некую разведывательную капсулу, разработанную для использования на российских истребителях. Существует реалистичная возможность того, что М-55 вернется на передовую службу, чтобы усилить ограниченные возможности России в разведке над Украиной. Работа на большой высоте позволяет датчикам работать на значительном расстоянии. Британская разведка пишет о том, что российские войска не используют достаточно эффективно разведывательную информацию. Хотя это можно было бы понять и по количеству неудавшихся штурмов Авдеевки или позиций ВСУ под Бахмутом. К слову, украинские пограничники отбили еще один масштабный штурм накануне ночью. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинский пилот перешел на сторону ВС РФ. Пилот вертолета К-52 Алексей Воевода уже сотрудничает со службой безопасности РФ. И, как пишет издание «База», сообщил он об этом в своем телеграм-канале. Не думаю, что у каждого украинского пилота есть свой телеграм-канал, но тут такой случай. Воевода утверждает, что вместе с военным блогером Кириллом Федоровым смог организовать побег командира звена, старший офицер ВВС ВСУ. По словам Федорова и Воеводы, смог долететь на угнанном Су-27. Сейчас с ним работают спецслужбы. На данный момент детали операции никто не раскрывает, но по одной версии летчик сотрудничал с ФСБ с самого начала российского вторжения в Украину. Страшный ураган в Сибири продолжает забирать жизни. Кадры появляются в сети, не все мы можем показывать здесь, но практически на всех страдают люди. После женщины, которую придавило рекламным щитом, мы видели, как дерево падает на машину и убивает 2 человек. В Бийске ветер снес купол храма. Пострадали города Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Телеграм-канал «Шот» пишет, что ветер достигает скорости в 35 метров в секунду, сносит крыши домов и деревья переворачивает машины. Из-за падений деревьев и сильного ветра в нескольких регионах проблемы с электричеством. Ну как проблемы? Нету электричества. В Московской области сбили беспилотник. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин. Говорит, никто не пострадал. Как пишут телеграм-каналы, обломки дрона упали на Горьковское шоссе. Пришлось даже перекрывать дорогу в обе стороны. Но в целом, как обычно, вроде как ничего не произошло.
В Польше разбился автобус с 10 украинцами. В результате погибли 2 женщины и 6-летний ребенок. Об этом пишут польские медиа. Дорога перекрыта полностью. Остальные 7 пассажиров доставлены в больницу. Известно, что автобус свернул на обочину и врезался в дерево. О причинах пока больше никакой информации. Американский президент Джо Байден выдал главный аргумент того, почему нужно поддерживать Украину. Ведь такая поддержка удерживает от применения американских солдат. То есть пока Америка поддерживает Украину, воюет с Россией ее руками, американские солдаты не вмешиваются. Вот такой главный посыл. Таким образом, Байден дал понять законотворцам возможные варианты развития событий в случае отмены финансирования для Киева. Из опыта 2 мировых войн прошлого века мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе. Он напрямую вовлекает Америку. Это предотвращает более широкий конфликт завтра. Мы удерживаем американские войска от этой войны, поддерживая храбрых украинцев, которые защищают свою свободу и родину. Мы предоставляем им оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеванию, прежде чем конфликт распространится дальше. Байден подчеркнул, что мир ожидает решения от США как от лидера демократического мира. И в очередной раз сравнил Хамас с Россией. Гиркин идет в президенты. Во всяком случае, на съезде рассерженных патриотов зачитали якобы его письмо, в котором террорист Стрелков в паре с террористом Гиркиным идут в президенты и просят организовать им предвыборную кампанию. Обращаюсь к руководству и соратникам ПРДС с предложением начать работу по выдвижению меня в качестве кандидата в президенты РФ согласно действующему законодательству РФ. Формированию инициативной группы по поддержке выдвижения кандидатов в президенты и сбору подписей для участия в выборах в качестве самовыдвиженца в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Всех моих друзей и близких, единомышленников, соратников, сослуживцев и сторонников, в том числе по общественному движению «Новороссия», Комитету 25 и клубу рассерженных патриотов, прошу о всяческом возможном содействии РДС в решении поставленных задач и надеюсь на вашу совместную работу. Также обращаюсь ко всем русским патриотическим силам, общественным и политическим организациям. Прошу вас также поддержать меня и РДС в работе по самовыдвижению в качестве кандидата в президенты РФ на выборах 2024 года. Это наш шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы. Игорь Иванович Стрелков, Игорь Алексеевич Гиркин. Получится ли и действительно ли Гиркин решил бросить вызов Путину? Но знаете, если бы он хотел попробовать, то он бы, наверное, на следующее утро не проснулся. Ну, мое субъективное мнение, потому что, находясь в зоне несвободы и полностью в зависимости от тюремщиков, быть оппозиционером в России, ну, это, мне кажется, нереально. Поэтому, скорее всего, выводят его для того, чтобы продемонстрировать. Не знаю зачем, правда, вот реально я не могу понять, зачем народу России демонстрировать, что есть какая-то альтернатива. Но, может быть, есть такая идея, что Путин, он как бы там имеет какое-то юридическое образование, и какую-нибудь аферу свою он обязательно хочет показать, что это действие, которое проходит в рамках закона. В Новосибирске не разрешили таки митинг жен мобилизованных, а вместо этого провели встречу чиновника с семьями. Местные издания пишут, что жен и представителей семей было не более 30 человек, а вот полиции в разы больше. Вход строго через рамки с металлоискателями. Всех мобилизированных и их родственников досматривают внутри помещения. Смотрят, что в сумках. Смотрят, что написано на плакатах. Большая часть родственников не хочет разговаривать со СМИ. Все в зашуганном состоянии. Полиция проверяет, что на плакате у каждого. Похоже, что в России снова нельзя проводить митинги. Разве что опять искать прибывших из Израиля туристов в Дагестане. В остальных случаях нельзя.
В Армении остерегаются нового вторжения Азербайджана и отмечают, что Баку к нему очень готовится. Об этом говорит премьер-министр страны. Эксклав Арцвашин, который является частью суверенной территории Армении, например, уже более 30 лет находится под азербайджанской оккупацией. Франция провела успешные испытания баллистической ракеты М-51. Об этом пишет Министерство обороны страны. В ведомстве говорят, что цель этого запуска – защита жизненно важных интересов Франции при любых обстоятельствах. Испытания таких ракет обычно проводят без ядерного заряда, но с полной его имитацией. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии, как ваши мысли, они нам очень важны и интересны. Плюс это позволяет YouTube показать это видео большему количеству людей. И, конечно, не забывайте подписываться на наши каналы. На этом все, спасибо, до встречи, хороших вам новостей.